Audi A6 C5 2.5 TDI, моторчик АКЕ. Машинка не заводится, причем была куплена хозяином без ТНВД, она не заводилась. Хозяин мучился, поменял 2 ТНВД, все равно машинка не заводится. И вот в таком состоянии ее притянули ко мне. Ну что ж, попробуем сейчас что-нибудь разобраться. Пробуем заводить. Заводим. Еще разок. Да, ну видно, что машинка не заводится. Ну что ж, посмотрим ошибки для начала. Электроника двигателя. Так, датчик температуры воздуха на впуске. Это расходомер. Опоры. Датчик давления в выпускном коллекторе, потому что его нету. И опросить память неисправности коммутации приборов. Ну, в принципе, по ТНВД вопросов здесь сейчас не видно. Поэтому проверим сигнал с ТНВД осциллографа. Включаюсь на один из разъемов, который идет на клапан дозатора, который выходит с блока управления ТНВД. Провод со стороны правого переднего колеса. Крутим стартером и смотрим форму сигнала, которую получили. В результате получили вот такую форму сигнала. Эта форма говорит о том, что блок управления ТНВД в норме и хорошо работает. К слову, если бы был неисправен транзистор в ТНВД, мы увидели бы вот такую форму сигнала. Поставил фиксатор в коленвал. Смотрим метки. Левая головка по ходу движения. Снял вакуумный насос. Смотрим, что мы здесь видим. Так, ну вот тут очень все красиво. Меточка. С другой стороны, вот с этого вот спереди, тут тоже хорошо. Так, правая головка по ходу движения. Смотрим. Тоже замечательно. Так, и соседний распредвал, нижний. Тоже хорошо. Ну что ж, интересно. Метки на месте, трекера все на месте, распредвалы красивые. Но машина даже не схватывает. При том, что насос работает и подает сигнал на форсунки. И открутила форсунок. В форсунках очень хорошо брызгает топливо. Ну что ж, посмотрим пневмотестером состояние каждого из цилиндров. С помощью такого вот приборчика, пневмотестера, можно оценить состояние цилиндропоршневой группы в статике, скажем так. Смысл какой? Поднимаем поршень, допустим, первого цилиндра вверх. При этом клапана будут закрыты. Вот видно по кулачкам, что они закрыты. Для того, чтобы не ошибиться, я просто ставлю маркерный диск на ТНВД, который промаркирован у меня. Именно в каком положении оборотов коленвала, соответственно, и насоса у нас каждый поршень будет в МТ. И подаем сжатый вожжь через отверстие для свечей накала. Вот я уже закрутил переходничок такой вот. И подаем. Что мы видим? Первый манометр, это сколько подаю давление. Второй манометр утечки. С точки зрения опыта я уже знаю, сколько здесь что должно быть. Вот, вроде как очень большие утечки. Но есть такой нюанс, как закрытие поршневых колец. То есть, если я вот чуть-чуть подергаю за коленвал, мы сразу увидим то, что поршневые колечки закрылись, и у нас появилось, утечек стало меньше. То есть, этот нюанс показывает то, что не совсем там хорошо с поршневыми кольцами, но это не сильно так уж и критично. Ставлю, чтобы было 0 утечек, и смотрим наше давление. Давление 2,8. Ну, это состояние так себе средненькое, но в принципе нормально. Второй цилиндр, 0 утечек, у нас получается 3 бара, аж подал я. Но нюанс в том, что слышим, что очень сильно дует во впуск. То есть вот эта вот проблема, скорее всего, будет с впускным клапаном. Ну, в принципе, 3 это как бы не сильно критично. То есть, конечно, это как бы не сильно хорошо, но на этом может машина спокойно ездить. Цилиндр 3, 0 утечек при давлении 2,6. Вообще отличное состояние. Цилиндр 4, 0 утечек на давление 2,8. Норма.
цилиндр 5 0 утечек при давлении 2,6 и цилиндр 6 0 утечек при давлении 2,7. Так, ну что мы имеем? Состояние цилиндров вполне себе в норме. Худший цилиндр 3 бара показывает, плюс утечка во впуск, но в принципе это как бы не суть важно. То есть при таком состоянии мотор должен вполне себе хорошо работать. Вот, ТНВД у нас топливо подает, топливо брызгает, топливо есть, но машина абсолютно не заводится. Что еще может быть? Еще может быть либо форсунки, либо может быть сам ТНВД. Дело в чем? Дело в том, что вот этот вот шкив, его как бы нельзя снимать вообще, в принципе. То есть, и очень важно, какое положение он стоит. Если, допустим, он когда-нибудь снимался, то вполне может быть такое, что просто мы здесь метки регулируем, угол впрыска, а на самом деле он может быть вообще в другое время. То есть, как-то хорошо было бы посмотреть, в какое же время на самом деле у нас происходит работа вот этого самого впрыска в каждый цилиндр. Ну, в принципе, получилось провести у меня тест. Ситуация какая? Тут, конечно, все выглядит очень так страшно, потому что здесь стоит канистра с топливом. Ну, так хозяин поставил, я уже ничего не менял. Фишка какая? Я проверил, в какой момент времени подает топливо ТНВД на третий цилиндр. У меня есть датчик давления 100-барный. Я подсоединил его опять же вместо свечного отверстия и подключил к мотор-тестеру. Для того, чтобы увидеть, в какой момент топливо подается ТНВД, я поставил датчик детонации на трубку топливную, металлическую. Датчик детонации отслеживает импульсы, и в момент, когда именно здесь идет давление, он срабатывает, и мы видим. В результате получили очень интересный результат. Смотрим, вот верхний график, это у нас график давления именно воздуха в третьем цилиндре. Видим, есть подъем и есть спады. Соответственно, то есть здесь очень красиво все наглядно. То есть именно в данный момент у нас происходит сжатие в третьем цилиндре, потому что именно в третий цилиндр я вкрутил датчик давления 100-барный. Нижний график это у нас датчик детонации. Тоже здесь замечательно видно. То есть именно учитывая, что датчик детонации подключен на трубку топливную третьего цилиндра. И сразу можно заметить, что именно на третьем цилиндре у нас сигнал более сильный. То есть датчик давления отслеживает все цилиндры. Здесь видно, что 6 цилиндров. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и опять 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пускай небольшие, но сигналы опять же видны. Но на самом деле это у нас третий цилиндр. Потом по очереди идет 6, 2, 5, 1, 4. И судя по этому графику мы видим, что насос у нас впрыскивает не в то время. То есть подозрение того, что был снят шкив, оно скорее всего, я думаю, оправдалось. Перед тем как сдвигать насос, перекидывать ремень на зубья, сразу можно измерить, для того, чтобы потом контролировать. Вот, допустим, поставлю я сейчас для удобства какое-то одно значение, период 1 секунду сделаю, и сейчас замеряем, сколько же у нас будет расстояние. Расстояние между пиком давления и сигналом. Вот 0,18 секунд. Ну, примерно, ну вот, 0,184 секунды. Сейчас я буду перекидывать ремень и опять будем замерять. Перекинул ремень на 2 зуба. Смотрим, какое у нас расстояние стало. Вот, уже 0,17 секунды уменьшилось. Значит, идем в правильном направлении. Перекинул на 5 зубов. Видно даже визуально, что уже ближе. Смотрим, 96 миллисекунд. Перекидываю, значит, дальше в этом же направлении. В итоге перекинул на 10 зубов. Вот, и сейчас уже визуально видно то, что момент впрыска в третий цилиндр
как раз совпадает с моментом сжатия в цилиндре. То есть и в этот момент уже двигатель начал схватывать, начал заводиться. Выставил правильно угол, но проблема в том, что машина при этом стала заводиться, стала схватывать, но глохнуть. Ощущение, как будто иммобилайзер выключает ее, но при этом никакой ошибки нету. Заводим. Еще разок. Хорош. По итогу я подкинул другой насос, но ситуация осталась прежней. Двигатель заводится и глохнет. Вот это вот насос, который здесь стоял, Ешка. И вот видно, насколько здесь зубов смещено зажигание. То есть вот если мы посмотрим на метки, если посмотрим, вот метка, которая должна быть на 0 часов. А по итогу, благодаря мотор-тестеру, датчику давления, я нашел, что угол сбит аж вот на 10 зубов. То есть явно, когда продавали насос, скорее всего хотели снять данный шкив, может быть кому-то еще продать, и сорвали шкив с вала. Там шпонки нету, и потом поставить на место его нереально. Вот, но ситуация у нас осталась, машина заводится и глохнет. Долго я думал, в чем же дело, почему машина заводится и глохнет, тем более, что вроде бы все хорошо. ТНВД рабочий, на этом ТНВД я опять же проверил метки именно по датчику детонации и датчику давления. Все оказалось как и положено, как и на том насосе. Именно в момент, когда они совпадают, момент впрыска в нужный цилиндр и давление в цилиндре, машина пытается заводиться, но она глохнет. Вот. Немножко меня, конечно, смущало то, что сюда во впуск идут выхлопные газы. И это навело мне на мысль, что вполне может быть, что что-то у нас с системой выхлопа. Почему? Потому что машинка очень долго стояла, потом ее очень долго мучили, наверное, 2-3 месяца так и не смогли ее оживить, вообще не смогли оживить. И вполне возможно, что все топливо, которое летело в глушитель, оно вот в этом катализаторе вполне могло себе и остаться, и забить его полностью. Глушитель приоткручен, отсоединен от турбины. Ну что ж, пробуем заводить. Да, друзья, ну вот дело было в этом. То есть дело в том, что полностью забит катализатор, либо эта банка, либо может быть нижняя, надо еще смотреть будет, но однозначно просто некуда было деваться выхлопным газом. Вот, и из-за этого машина заводилась и глохла, но, естественно, завести ее вообще не могли, потому что сбили угол впрыска очень сильно тем, что сняли шкив с вала ТНВД. Вот так, ну что ж. Результат есть. Будем сейчас потихонечку это все дело собирать и отдавать владельцу. Одеты клапанные крышки. Собран перед. Машинка, в принципе, уже нормально заводится, хорошо работает. Единственное, что не может разгоняться, потому что за время, пока машинка стояла, геометрия турбины полностью заклинила. То есть она вообще не ходит. Да и сами крыльчатки, которые в турбине, они вращаются с большим трудом, поэтому тяги абсолютно никакой нет. Ну что ж, сейчас необходимо вырезать катализатор, необходимо заменить либо отремонтировать турбину и смотреть дальше. Ну, в общем-то, этим, наверное, будет заниматься сам владелец. Поэтому пока на этом все. Всем спасибо и удачи.